Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня хочу поделиться с вами одним из лучших рецептов приготовления булочек для бургеров. Считается, что фастфуд – это вредная еда, но если не злоупотреблять жирной картошкой фри и сладкой газировкой, а приготовить свои домашние бургеры, то такая еда окажется не только очень вкусной, но и полезной. А чтобы приготовить настоящие гамбургеры, нам нужны специальные булочки, приготовлением которых мы сейчас и займемся. Преимущество таких булочек в том, что их можно использовать не только для бургеров, но и в качестве хлеба для первых и вторых блюд, а также подать с джемом или маслом к чаю и кофе. Эти булочки низкокалорийные из-за малого количества сахара и масла, а приготовленные по этому рецепту они получаются очень мягкими, пористыми, белоснежными изнутри с хрустящей золотистой корочкой. Готовить будем 20 булочек, и поверьте, это немного, они очень вкусные и быстро съедаются. Для их приготовления нам понадобятся для теста 900 граммов муки, 240 мл воды, 240 мл молока, 4 столовые ложки сахара, 2 яйца, 80 граммов сливочного масла, 40 граммов прессованных или 15 граммов сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли. А для смазывания булочек 1 яйцо, 2 столовые ложки молока и кунжут. Для начала приготовим опару. В чашу, в которой будем замешивать тесто, выливаем подогретые, но не горячие, молоко и воду. Добавляем в жидкость прессованные дрожжи. Если нет свежих, можете заменить сухими дрожжами, которых потребуется в 3 раза меньше. Все хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи разошлись. Если они полностью не растворились, ничего страшного. Добавляем половину от общего количества сахара, еще раз перемешиваем и высыпаем примерно 1 стакан муки. Доводим смесь до однородного состояния и убираем чашу в теплое место для подъема. Если дрожжи свежие, то, как правило, это занимает 15-20 минут. Как только на поверхности появится пышная дрожжевая шапочка, можно приступать к дальнейшему приготовлению теста. Высыпаем в опару оставшийся сахар, добавляем яйца, соль и все хорошо перемешиваем. Высыпаем в чашу часть отмеренной муки и пока тесто мягкое, вымешиваем его венчиком. Как только мешать будет тяжело, высыпаем всю оставшуюся муку и тщательно замешиваем тесто. Процесс замешивания можно было поручить планетарному миксеру. Он справляется с этим за считанные минуты, но сегодня мне захотелось все приготовить руками. Как только в чаше не останется муки, выливаем в тесто растопленное сливочное масло. Оно должно быть теплым, но не горячим. И теперь окончательно замешиваем тесто. Вручную на это уходит примерно 5-7 минут или 3-4 минуты на средних оборотах планетарного миксера. Тесто не должно быть густым, оно скорее мягкое, даже липкое, но муки больше не добавляйте. Далее набираем в ладонь немного растительного масла и смазываем тесто со всех сторон. Накрываем чашу крышкой, пищевой пленкой или влажным полотенцем и отправляем в теплое место для подъема. Как обычно, я использую для этого духовку с включенной лампочкой или режим минимальный нагрев. Готовить эти булочки можно как на молоке, так и на воде, но по своему опыту скажу, что лучше брать молоко пополам с водой. А тем временем прошел час. Наше тесто прекрасно увеличилось в объеме. Достаем его и приступаем к формовке. Вот как замечательно подошло тесто. Слегка присыпаем рабочую поверхность мукой. Выкладываем тесто. Подворачиваем края к центру и переворачиваем его. Нам необходимо разделить тесто на 20 одинаковых кусочков. Для этого делим его на 2 равные части, а затем каждую еще на 10. Таким образом, у нас все кусочки получаются одинаковыми.
Слегка присыпаем их мукой и скатываем в шарики. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на столе на 10 минут отдохнуть. А тем временем подготовим противни. Застилаем их пергаментной бумагой, тефлоновым или, как в моем случае, силиконовым ковриком. Спустя 10 минут окончательно формуем ровные шарики и в шахматном порядке выкладываем их на противень. Раскладывайте тесто на значительном друг от друга расстоянии, так как при расстойке и выпекании булочки сильно увеличатся в объеме. Тесто разложено, отправляем его в слегка теплую духовку на расстойку. В этот момент температура в духовке при закрытой дверце и включенной лампочке 38-40 градусов. За время расстойки булочки увеличатся в объеме в 2-3 раза. В моем случае на это ушло 40 минут. И прежде чем достать их из духовки, приготовим льезон. Для этого в отдельную небольшую чашу выбиваем яйцо, слегка перемешиваем его венчиком, вливаем молоко и доводим смесь до однородного состояния. Льезон готов. Достаем булочки, чтобы их смазать, и сразу переключаем духовку на 180 градусов. А пока она нагревается, смажем наши будущие булочки готовым льезоном, чтобы придать им румяную глянцевую корочку. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не осадить хорошо подошедшее тесто. Сверху булочки присыпаем кунжутом. Это классический вариант. Но вы можете свою выпечку посыпать маком, черным кунжутом или семенами льна, подсолнуха или тыквы. Отправляем противни в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем булочки до полной готовности. Этот процесс, как правило, занимает 20-25 минут. У меня в режиме конвекция булочки были готовы уже через 15 минут. Достаем их. Вот какие красивые румяные булочки для бургеров у нас получились. Даем им постоять 5-10 минут и можно подавать к столу. А теперь давайте посмотрим, какие булочки на разрезе. Они очень мягкие, нежные, практически невесомые. Можно сказать, что тесто как пух. Разломаем одну. Вы только на это посмотрите. Как вы сами убедились, приготовить вкусные и правильные булочки несложно, и особого секрета здесь нет. И теперь, когда у нас есть основа для бургеров, можно немного пофантазировать и приготовить их с различными начинками. Все на ваш вкус. Эти булочки прекрасно хранятся в полиэтиленовом пакете или пищевой пленке, а также их можно замораживать впрок. И на удивление, они не теряют своих свойств и остаются такими же, как после выпечки. Желаю всем приятного аппетита! Если вы тоже любите домашнюю выпечку, ставьте пальчик вверх, отправляйте рецепт друзьям и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть еще один рецепт сдобного дрожжевого теста, а также видео различной сладкой и несладкой выпечки. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!